Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Анасе. Как я вам говорил уже раньше, мною на основе варианта сказителя Сагынбая Урузбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас» на кыргызском языке. Вот они, эти книги, перед вашими глазами. Вот, первый том, соответствующие томы. Я эту книгу затем перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии эпоса «Манас» Семетею. Мною закончен первый том данного произведения, и сейчас продолжается работа над вторым томом. Вот это все, что я кратко хотел вам сказать. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Когда Манас выстрелил из ружья скакавшего к нему богатыря, калмак грохнулся на землю, как рухнувшая стена. «Бродячие подлецы!» — выматерился про себя Чечендер, разозлившись гибели своего богатыря. Вместо того, чтобы сразиться с Куртуканом, трусливый кыргыз застрелил его. Разве это по-мужски? Неужели ему нельзя было сойтись лицом к лицу, сразиться на копьях или мечах? Ну, погоди, я сейчас сам выйду на поединок и проучу тебя, подлый трус. Надеясь легко одолеть врага, таджик примчался на коне и ударил Манаса копьем. «Вот тебе, Бурут!» — сквозь зубы произнес Чечендер. «От такого удара ты вмиг отправишься на тот свет». К сожалению, таджик ошибся в своих предположениях. Манас успел отбить удар врага, удержался в седле. «Если ты причинил мне боль копьем, то я тебе покажу другой способ борьбы», — зло подумал богатырь и ударил Чечендера мечом по голове. От сильнейшего удара таджик грохнулся на землю, как падающая скала, и отдал Богу душу. От нового успеха Манаса кыргызы воодушевленно заорали. «Молодец, Манас!» — радостно крикнул Бакай. «Ты победил самого сильного богатыря таджиков. Даст Бог, не на этот раз одержим победу, полностью разгромив врага». Обрадованные подвигом Манаса 60 тысяч воинов во главе с Бакаем, Кыргылом в течение короткого времени полностью уничтожили 12-тысячный вражеский отряд. От бесславной гибели своих лучших воинов Шорох пришел неописуемый ужас. «Я ничего не могу понять», — с изумлением подумал он, «почему мои воины, до сих пор не знавшие поражений, не могут одолеть кыргызов? Если в этой местности никто не может устоять против нас, каким образом мы можем проиграть бродячим бурутам и этим подлецам, сбежавшим от Исенкана? Как можем не одолеть их?» Вне себя от ярости Шорох гневно закричал: «Воины, все в атаку! Нападайте на кыргызов и полностью уничтожьте их! Никого не оставляйте живых!» Разгневанный тем, что не может победить, хан таджиков, надеясь одержать победу, отправил
против врагов 80 тысяч воинов. При виде такой огромной рати Манас огорченно покачал головой. Кажется, Шорох решил прикончить нас, печально подумал. Посмотри, какую огромную армию он направил на бой. Его воины, размахивая копьями, потрясая мечами, идут к нам с таким грозным видом, будто намереваясь разгромить нас на месте. И если не будем стоять крепко, сражаться яростно, можем потерпеть поражение. Когда враги сошлись, между ними в широкой долине Алая началась ожесточенная битва. Те, кому было суждено погибнуть, пали на поле боя. В грандиозном сражении, в котором все перемешалось, кровь лилась рекой. Враги бились, не жалея ни себя, ни других, в результате чего алая кровь текла густым потоком. Мечи покрылись красной ржавчиной. На века эта местность получила название Кызылбей, кровавый перевал. Немало храбрых воинов было убито, а еще больше ранено в тот день в яростной схватке. Враги, смешавшись, бились насмерть. Они на верблюдах сбивали конных, а пеших затаптывали. Заглавляя 60 тысяч лошадей, Манас на Акуле убил несметное количество врагов, как копьем Ачалбарса. Его 40 витязей во главе с Бакаем, Кыргызом также яростно сражались с таджиками и пролили немало их крови. Это место, расположенное на краю Алая, нынче носит название Шиит-Бель, перевал шахитов. Когда наступил вечер, враги, не сумев одержать победу, отправились на отдых. Увидев, что и в это время к кыргызам подошла подмога в количестве 40 тысяч воинов во главе со Шарсу, Шорох совсем пал духом. Какое несчастье! Горестно покачал головой хан. Я думал, что у кыргызов нет больше воинов, кроме тех, что сражается с нами. Убив в сегодняшнем бою немало наших воинов, кыргызы вроде и сами понесли немалые потери. Я рассчитывал покончить с ними завтра. Но к ним прибыло такое мощное подкрепление. По внешнему виду прибывшие воины не желторотые пацаны, закаленные во многих боях опытные бойцы. Как мы теперь одолеем бурутов? Встревоженный Шорох обратился к стоявшим рядом с ним в шатре вельможам. Кыргызы укрепили свои силы, сказал он. Сейчас в темноте точно не видно, сколько воинов к ним прибыло. Судя по пыли, поднятой ими, подошла немалая подмога. Я тоже такого мнения, ответил среднего роста, худощавый, рыжий колдун Куёнуш. Но вы не беспокойтесь об этом. Я сам справлюсь с ними. Услышав эти слова, Шорох задумчиво уставился на колдуна. Что делать? Отправить этого колдуна к кыргызам или нет? Намешкался хан. Немного подумав, он решил отправить Куёнуша на разведку. Пусть он идет к Манасу, подумал хан. Если Куёнуш сумеет, уничтожит кыргызов. А если нет, невелика беда. Умрет один колдун. От этого меня не будет. Чего-чего, а колдунов мне предостаточно. Добрый путь, богатырь, произнес Шорох, позволил колдуну отправиться к кыргызам. Куёнуш немедленно начал приготовление для выполнения задания.
он налил 40 бутылок водки и бросил туда изрядное количество яда. Приказав принести ему сладкого, очень спелого винограда, колдун также их отравил. Положив 12 лукошек в водку, виноград, погрузив их на 5 осликов, Куеныш взял с собой 2 воинов. Оседлав 6-го ослика, колдун, видя кашкарского Карасарта, отправился к Архызу. «Погодите, Бурука!» — мстительно думал по дороге Куеныш. «Вы считаете, что победили нас? Но я никогда не допущу этого. Применив все свои силы, знания, умения, я уничтожу вас. Хотя вы непобедимы в открытом бою, но перед таким колдуном, как я, вы бессильны, как младенцы. Я обманным путем накормлю вас отравленным виноградом. Вы с радостью наброситесь на них и будете кушать их. На Алтае вам никогда не приходилось кушать таких сладких фруктов. Тогда через 2-3 часа все вы отправитесь на тот свет». Когда колдун достиг к расположению войск богатыря Манаса, наступила полночь. Притворяя свой черный замысел в жизнь, Куеныш заорал, что есть мочи: «Украли! Ограбили!» Услышав его крики, кыргызы вскочили со своих мест. «Где? Где? Кто? Кто?» — переполошили стоявшие на посту воины из отряда Сыргака. Когда они примчались на место, то выяснилось, что шум подняли 3 неизвестных. «Кто вы такие?» — спросил он Сыргак. «Почему нарушили покой людей и начали орать?» «Богатырь», — поклоном ответил Куеныш, одетый в пестрый халат и черную тюбетейку. «Я Карасар из Кашкара, слуга бая Агерлана, направлялся домой с 2 товарищами, погрузив на 15 осликов товар. Внезапно на нас напали Тарса, Калча и отобрали 9 осликов, причинив мне большой урон. Как такой бедняк, как я, сможет возместить груз украденных осликов? Вне себя от горя я и поднял такой крик». Сыргак не очень поверил словам рыдающего колдуна. «Ты что, идиот?» — сердито спросил он. «Если здесь до самого вечера шла кровавая битва, то какого дьявола ты здесь шляешься?» «Богатырь, мы видели, как вы целый день сражались с таджиками. Когда все разошлись на отдых, я решил, никому не попадаясь на глаза, краем поля добраться до дома. Откуда я мог знать, что таджики нападут на меня?» Не знаю, верить или не верить словам Куеныша, Сыргак разрешил ему разгрузить осликов. «Этот царь правду говорит или нет?» — стал размышлять богатырь. «Если послушать его, то, с одной стороны, кажется, что он говорит правду. Но у этого человека бегающие глаза и отвратительный вид. Я много раз убеждался в том, что таким людям нельзя доверять. По его внешнему виду ясно, что он очень хитрый, подлый человек. Поэтому надо быть предельно осторожным. Будь моя воля, я бы прикончил его. Но я не вольный человек. Надо отвести этого человека к хану Манасу. Пусть он сам решит его судьбу». Встревоженный, Сыргак отвел Куеныша в 4-угольную синюю палатку Манаса, установленную на зеленом холме. «Кто это?» — повелительно спросил Манас. «Богатырь. Этот человек утверждает, что он Карасар из Кашкара», — произнес Сыргак и рассказал, при каких обстоятельствах он задержал Куеныша. «И ты поверил его словам?»
спросил монах своего витязя. Нет, по-моему, он лазутчик Шорука. Верно, ответил монах, пристально разглядывая колдуна. По виду он похож на кашкарца, но в нем чувствуется колдовская сила. По его облику ясно, что у него нет ни малейшего желания делать нам добро. Чем больше монах вглядывался в колдуна, тем меньше он нравился ему. Что это за фрукт, размышлял богатырь. Возможно, это засланный к нам лазутчик. Может быть, стоит, пока не поздно, зарезать его. Озадаченный монах некоторое время не знал, какое принять решение. В это время его многочисленные воины начали хватать и лакомиться виноградом колдуна. Монах, с улыбкой смотревший на проделки воина, решил испытать Шорука. При завоевании Кашкара, чтобы взять учет местного населения, он приказал всем отрезать нижние края тюбетейки и отныне носить только такие головные уборы. Вспомнив это, монах взглянул на Куеныша. Увидев, что края его тюбетейки не отрезаны, он еще больше насторожился. «Ты в самом деле из Кашкара?» – спросил он у колдуна. «Да». «Тогда скажи, что я сделал, когда в прошлом году завоевал ваш город?» «О чем спрашивает этот кыргыз?» – встревоженно подумал Юнос. «Почему он вдруг вспомнил о завоевании Кашкара? Я не знаю, какая здесь кроется тайна. Возможно, монах сделал горожанам что-то хорошее или плохое, о чем мне неизвестно. Будь я действительно кашкарцем, то знал бы об этом, но я не оттуда. Если я не был в этом городе уже 2-3 года, откуда мне знать, что делал там монах? Видать, чтобы испытать меня, этот хитрец задал мне такой вопрос. Но я, не подавая вида, должен ответить ему общими словами, постараться выбраться из этой ловушки. Вы сделали горожанам много добра, начал отвечать Куеныш. Но монах взмахом руки остановил его. Я говорю не об этом, произнес богатырь. В прошлом году было приказано горожанам сделать себе отличительный знак. Где он у тебя? Вот теперь я пропал, с ужасом подумал Куеныш. Оказывается, этот негодяй, когда был в прошлом году в Кашкаре, сделал какой-то знак. Проклятие! Если бы знать, что случится такое, я взял с собой истинных кашкарцев. Они бы сразу ответили на этот вопрос монаха и спасли мою жизнь. Что теперь делать? Как мне спастись от этого урока? Богатырь, найдите моих осликов, попытался перевести разговор в другую сторону колдун, не знавший, как ответить на поставленный вопрос. Увидев, как Куеныш начал вилять хвостом, монах еще больше насторожился. Этот человек не может ответить на мой вопрос. Значит, то, что он из Кашкара, ложь. И это лазутчик хана Шорука. Чтобы полностью убедиться в этом, попытаюсь получить ясный ответ, не давая ему улизнуть, решил богатырь. Можешь не волноваться насчет своих осликов, мрачно проговорил монах. Если их забрали таджики, то мы завтра решим это дело. Ты лучше ответь на мой вопрос об отличительном знаке. Не зная, что ответить, Куеныш растерялся, полностью выдал себя. Увидев его жалкий вид, монах все понял, позвал к себе колдуна Агидая. Пусть он прибудет ко мне немедленно. Через некоторое время к богатырю подошел среднего роста, худощавый, смуглый колдун. Определи, кто он такой,
оглянулся на свои четки, приказал ему Манас. А Гедай немедленно повиновался и стал разглядывать четки. Через некоторое время рассказал богатырь, что Куеныш – колдун, с какой целью прибыл. Меня раскрыли, узнали, кто я такой, испугался Куеныш. Мне не сдобровать, если не убегу. Вскочив с места, колдун побежал через ряды кыргызов. «Держите лазутчика!» — крикнул Манас, и 20 воинов бросились в погоню за колдуном. Насмерть перепуганный Куеныш, не давая себя догнать, бросился бежать в сторону войск Шорока. На его несчастье в это время на посту, на краю армии, стоял среднего роста, смуглый, худощавый комбар. Он был вооружен длинным копьем. На поясе у него висел острый меч, а за спину было заброшено ружье. К нам, оказывается, кашкарцы привезли виноград, думал часовой. Наверняка все ребята в волю наелись его, а я даже не попробовал винограда. Пока я завтра с утра выйду из караула, ни от него ничего не останется. Может быть, стоит никому не показывать на глаза, потихоньку сходить в свой отряд и отведать винограда? До этого ничего здесь не случится. Наверное, воины Шорока крепко спят, мертвец в кустах от сегодняшнего кровавого боя. Решил осуществить задуманное, комбар сделал шаг от поста. В это время он услышал громкие крики и шум. Дрогнув от неожиданности, комбар в 5-10 шагах от себя увидел силуэт Куеныша. Слышит, как гнавшиеся за ним воины кричат: «Стой! Стой!» Комбар понял, что убегающий человек – враг. Сняв с плеча ружье, тщательно прицелившись, комбар нажал на курок. Метко пущенная пуля попала прямо в голову колдуна. Он упал на землю, раскинув обе руки в сторону. При его падении раздался оглушительный гул, как при падении громадной горы. А в небе загрохотало, как будто пронесся гром. Произошло сильное землетрясение, и налетел ужасный ураган. Все заволокло серой пылью. Люди пришли в ужас и смятение, приговаривая: погиб великий колдун. То место на Алае, Каратигине, где погиб Калмак, теперь носит название Куеныш. Хотя хитрый колдун погиб такой бесславной смертью, его усилия не пропали даром. Отведавшие отравленного винограда 513 воинов через час почувствовали себя очень плохо. «Ой, моя печень!» – кричали бедняги, зажимая живот, кубарем катались по земле. «У меня в желудке горит!» Орали от боли еще больше воинов. «Зачем мы съели этот проклятый виноград?» Огорченно ругались другие. У них изо рта шла кровавая пена, после чего они теряли сознание. От того, что столько воинов находится при смерти, Манас не на шутку разгневался. «Пропади ты пропадом со своим виноградом!» от души был материал Куеныша богатырь. «Из-за тебя мои лучшие богатыри должны умереть. Но я не допущу этого. Жгиты, давайте отравленным побольше лекарственных трав. Заставляйте их пить больше жидкости». Воины бросились исполнять его приказ. 5-6 тысяч человек налили в огромные котлы воды и стали кипятить лекарственные травы. После приготовления отвара они начали поить им своих товарищей. Сам Манас помогал им. «Будь ты не ладен, пей это!» — крикнул рассерженный богатырь, протягивая чашу с постойкой смуглому воину. «Выпей все до конца!» Другие воины также давали отвар пострадавшим, стоя напротив них. Они матом крыли тех из них, кто отказывался выпить лекарство,
приговаривал: пей, не то подохнешь. Своевременно оказанная помощь дала положительный результат. Многие из отравленных воинов остались живы. Только 4 из них отправились на тот свет. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.